Теперь мы с вами протестируем G1, да, и G2. Вот я развела. Пока никакой пигмент у нас еще не проявился. Ну, кажется, такая приятненькая, как всегда. Развела 1 к 15. Кисточки у меня приблизительно одного уровня обесцвеченные идут. Это у нас кисточки от теста остались. Мы с вами тестировали, еще раз напомню, если вы посмотрите, мы тестировали 12%, как работает с 1 к 5 с порошком разведения, и как работает 6%. Они, в принципе, работают приблизительно одинаково, но все-таки 6%, на мой взгляд, работает чище. Это, на мой взгляд, поэтому, скорее всего, я буду придерживаться классического разведения и не буду все-таки изощряться и делать 1 к 5. То есть я не экономлю краситель. Качество волос, я думаю, все-таки заявляет производитель, что 1 к 2 по классическому разведению это гораздо лучше, чем 1 к 5. Так, все, и теперь у нас G2. Опять же его тонируем сейчас, мажем. И оставляем на какое-то время. И у нас с вами как раз тест пряди еще идут. Уже, наверное, готовы. Сейчас мы их посмотрим. Те, которые у нас микстона фиолетовые. И еще я сделала один антижелтый. Куда я его положила? Да, вон лежит. Мы сейчас посмотрим на все те прядки. И оценим их в краске, как они выглядят. И потом я уже помою и покажу вам, как они будут выглядеть уже в сухом виде. Так, вот у нас с вами G2. Он прям такой, знаете, такой получается красивый светло-серый цвет у него. Вот здесь в миске он бежевый, а на фольге он получается сразу прям окисляется и получается таким бело-серым. Такой очень симпатичный цвет. Так, все, значит, у нас это с вами G1, чтобы не потерять, это G2. Ну, раз уж решили нейтрализацией заняться, возьмем еще восьмерочку. Вот у меня такие пряди фон осветления восьмерочки есть. И мы тоже их с вами нанесем. И G1, и G2. Посмотрим, как они на восьмерке отработают, эти у нас с вами красители. На девятке мы нанесли. Сейчас я смою, посушу. И мы с вами сейчас посмотрим на уровне восьмерки, как работают они на более темном фоне осветления. Оставляю маленький кусочек, не закрашенный, для того, чтобы нам увидеть, как все-таки они работают. Так. И сейчас мы еще с вами нанесем G2. Покажу вам после. Вот я помыла и посушила G1 и G2. И вы знаете, я прям тоже в восторге от этого цвета. И вообще гораздо лучше даже, чем микстона. Вот обратите внимание, какие цвета получились. G1 нам с вами заявляли. Помните, прядки у меня вот цвет, видите, 9, да, не 9, а 10 уровень, да. 10. Посмотрите, как вообще шикарно ложатся цвета. Здесь заявляли в G1 это 3 синего, 1 фиолетовый. Посмотрите, фиолетовый ушел на заглушение. И получился вот такой реально серый цвет, не стальной, а вот такой красивый, прям вообще бомбический серый цвет. Он, ну вот не кастрюля, он такой благородный цвет, очень красивый, мне прям очень нравится. И второй цвет, это который у нас с вами был заявлен 3 фиолетового, 1 синий. Тоже посмотрите, какой получился вот красивый цвет. Вот я думаю, что вот его лучше всего использовать нам с вами на нейтрализацию. Здесь красного, ну прям совсем мало, как видите. И очень хорошо будет у нас он как раз вот работать с нашими ненужными оттенками. Так что вот берите на заметку, я вам показала, какой на выходе получается цвет G1, вот он, и какой пигмент содержится, и G2.
Так что очень красивые цвета, очень нужные в работе. Все зависит от того, что вы хотите нейтрализовать. А вот этим еще, ну, этим тоже, но этим больше нейтрализовать, а вот этим прям вот усилить будет классно. Холодные цвета. Он именно благородный, такой холодный серый цвет. Так что рекомендую. Следующий сейчас у меня уже на подходе. Это наш антижелтый цвет. И на уровне восьмерки эти же G1 и G2 посмотрим, как отработают на уровне восьмерки. И давайте посмотрим G1 и G2. Что у нас с вами здесь? Вот этот G2, давайте поглядим какой. Ух ты, пора смывать уже. Смотрите, видите, там цвет уже проявился какой-то. Сейчас посмотрим. И G1 достаем и поглядим. Видите, он совершенно другой. Сейчас я помою, и мы с вами определим, какой же пигмент у нас G1 и G2. И давайте сейчас с вами их сравним. Вот у нас с вами вот эти цвета так вот получились. Скажу честно, да, вообще сильно как таковой разницы мне вот не очень видно. Надо же, два разных цвета. У нас с вами, помните, какая получилась разница в этих цветах? Сейчас я вам покажу на десятке. Вот, смотрите, на десятке какая разница у нас с вами получилась. И какая разница у нас с вами теперь получается. Этот я взяла цвет-то. Да, какая разница у нас с вами на девятке, на восьмерке, простите. Видите, колоссальная разница идет. Здесь открылся пигмент фиолетовый, здесь, видите, он не открылся. То есть ушло все на нейтрализацию. И, по сути, на восьмерке, видите, он практически неотличим. Вот практически, особенно там, где у нас с вами уже волосы, скажем так, немножко похуже, да, то есть на длине, на концах. Вообще практически разницы нет. Посмотрите, как интересно он отреагировал на восьмерку. Они вышли практически в одно и то же. Хотя у нас с вами база была одна и та же. Натуральные волосы, разведение в пропорции 1 к 15. Фон осветления у нас с вами восьмерки. А отреагировали, видите, совершенно два разных цвета. Практически одинаково. Ну, что я могу сказать еще по поводу? Вы знаете, даже зелени нет нигде. Зелени я не вижу. В общем, цвета получаются достаточно красивые. Видите, они не холодные. Если этот у нас прям вот холодный получается цвет красивый, это тоже красивый, видите, с такой с фиолетовым, сине-фиолетовым отливом. То эти, видите, у нас цвета получаются совершенно такие натурально холодные, но прям шикарные, носибельные. Очень-очень мне понравились эти оттенки, именно как работают G1 и G2 на восьмерке. Прям вообще бомбические. В общем, работают бомбически, скажем, везде. И на десятке тоже. Так что вот рекомендую себе их приобрести, и вы точно уж никогда не ошибетесь, что и сколько надо добавлять. Ну, на этом сегодня мы с вами заканчиваем. У нас будут с вами немного коротенькие видео, так как у нас идет колористика, и это как бы вам как тесты, да, чтобы не вы экспериментировали, а лучше я проэкспериментирую, потому что, во-первых, у меня все это есть, да, все-таки, скажем так, вам купить для того, чтобы протестировать, ну, просто, в принципе, жалко. Вот. А вот сейчас, вы знаете, я вот здесь смотрю, немножко вот пожелтее один. Либо я просто плохо прокрасила. По концам вообще один в один получается. Более серый все-таки получается тот, который синий. Вот я, знаете, при другом освещении посмотрела, при другом ракурсе. Чуть-чуть серей тот, который G1. Чуть-чуть серей. А так вообще отличить один от другого, особенно вот на концах, вообще не удается. Но посерее все-таки немножко, скажем так, на 1/3, может быть, тона. Именно тот, который с синим был у нас. Вот этот вот. Так что вот пользуйтесь.
Поэтому лучше протестирую я, чтобы вам не экспериментировать на волосах и чтобы вам не бояться, как работают красители. Вот теперь вы знаете, у нас все красивые прядочки получились. Я вам желаю, естественно, удачи в работе, побольше клиентов, побольше экспериментов. Главное, учите колористику, чтобы не ошибаться. Учитесь со мной. Я вас всех люблю и всем, естественно, желаю только добра.